История человечества – это история подвигов и предательств. Яркие тому примеры – это люди, о которых пойдет речь в этом видео. Зоя Космодемьянская и Василий Клубков. Иногда высказывается мнение, что последний был полицаем. Но это неправда. Василий Клубков с начала войны был красноармейцем. Он был отряжен в ту же диверсионную группу, в которой состояла Зоя. Только вот судьбы у молодых людей сложились по-разному. Хотя финал один. Но тут, собственно, у всех у нас один финал. Важно то, как мы к нему подойдем, с каким багажом поступков. Зоя Космодемьянская стала героем. Девушка вынесла пытки при жизни, а в Новой России ей еще пришлось пережить волну статей, очерняющих ее подвиг. К счастью, все уже улеглось. Многие, и я в том числе, делают все, чтобы имя Космодемьянской помнили, чтобы отзывались о ней исключительно в положительном ключе. Вообще, мне кажется, отыгрываться на прошлом – это очень низко. Был у нас в стране такой период, когда это активно делали. Космодемьянская? А кто она? Она же сумасшедшей была и своим вредила. Так и говорили. Не надо, Зоя не может ответить таким вот личностям. Получается, что они издеваются над слабыми. В некоторых государствах еще совсем недавно уничтожали памятники Ленина. В России, где коммунисты сейчас не занимают лидирующих позиций, памятники Владимиру Ильичу стоят в городах и селах. И ничего страшного. Даже памятник атаману Краснову ставили. Не знаю, снесли или нет. Это уже перебор. Краснов помогал Гитлеру, а это значит, что атаман тоже был преступником. Но в целом, воевать с прошлым и переписывать историю – это низко, извините. Вернемся к Василию Клубкову. О нем, в частности, пишет Олег Смыслов в «Проклятых легионах». Клубкову, как и Космодемьянской, были поставлены задачи по поджогу домов, находящихся в деревне Петрищево, где расположились немцы. Парень горел желанием выполнить задачу, но у него как-то ничего не получалось. В конечном итоге его поймали немцы, возможно, что пытали. Вячеслав Звягинцев в книге «Война на весах Фемиды» пишет, что Василия Клубкова доставили к полковнику Рюдереру. Тот допросил молодого человека, который, испугавшись, рассказал, что должен встретиться с Зоей Космодемьянской. Место встречи Клубков, естественно, выдал. Немцы захватили девушку, и ее судьба известна и печальна. А что с Клубковым? Для немцев он был ценным кадром. Это ж не какой-то там перепуганный солдатик, который стрелять-то не умеет. Клубков все же был членом диверсионной группы. Ему просто не повезло. На самом деле, Вася, наверное, все же был неудачником. Во-первых, попался немцам. Во-вторых, а тут уже немного подробнее. Гитлеровцы предложили Клубкову вариант, от которого молодому человеку было сложно отказаться. Немцы хотели, чтобы Василий служил им. Клубков согласился, желая жить. Парня направили на дополнительную подготовку, а в 1942 году он вернулся на территорию СССР. Не один, с легендой. Клубков рассказал, что в 1941 году он попал в плен к немцам, что его угнали в Германию на работы. Василий придумал, что он 4 раза пытался бежать, и вот только на 4-й раз ему это с большим трудом удалось. Клубкову не очень-то поверили. В частности, насторожило то, что Василий обходил стороной тему судьбы Космодемьянской. Его спрашивали про Зою. Клубков сказал, что ничего не знает о том, что случилось с девушкой. Сам Василий о Космодемьянской ничего не расспрашивал. Странно, люди были в одном отряде, расстались при тревожных обстоятельствах. Но Васе было будто бы неинтересно, что случилось с его боевой подругой. На самом деле, как вы понимаете, Клубков все знал, поэтому и не интересовался. А надо было, чтобы избежать подозрений. Василия все же уличили в измене родине и расстреляли. Все по справедливости. Предатель получил свое. Он хотел жить больше всего. Космодемьянская была человеком совсем другого сорта. А сколько было еще тех предателей? И несмотря на все указанное, связанное с Клубковым, СССР все же победил в войне. Это мы до сих пор вспоминаем. Забывать такое ни в коем случае нельзя. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.